Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С кем закончится ваше одиночество? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Кардинальные перемены произошли в вашей жизни. Это очень четко сразу же проигрывается. Разрушение семьи, разрушение отношений. Причем довольно болезненное разрушение. Да, у кого-то это было недавно, у кого-то это уже прошло большое время. Но довольно неприятно эта ситуация была настолько была конфликтна как-то. Настолько было агрессии очень много при этом расставании. Я не могу сказать, что вы прям расстались супер-пупер друзьями. Нет. Это было настолько неприятно, да, причем может проигрываться, что до сих пор некоторые из вас общаются еще, ну, вынуждены общаться со своей бывшей, да, потому что у кого-то дети, да, у кого-то нерешенные, может быть, судебные дела, там, разбирательства, еще какие-то, может быть, нерешенные бытовые вопросы. Но даже сейчас вот вам не очень приятно с ней общаться, потому что это общение постоянно как-то вот может переходить в нападки с ее стороны, в какие-то выяснения отношений, вот в какую-то грубость, в агрессию, в обвинение вас, в выносе мозга, да. Ну, то есть такая дамочка, которую ну, однозначно и врагу не пожелаешь. Так, смотрим, что еще в вашей жизни происходит. Ну, то, что вы прожили, вот, да, либо же проживаете реально вот такую трагедию, которая произошла в вашей жизни, это однозначно просто. Вы человек очень активный, да, вот вы сексуальны, вы очень любите интим, да, но вам очень плохо, вот именно вам плохо в моральном, в эмоциональном таком вот состоянии, потому что я не вижу у вас новой любви, во-первых, я не вижу абсолютно у вас какой-то, знаете, энергетики радости и счастья, именно что вы человек, который вот, знаете, что вы живете для кого-то, да, вот состояние одиночества может проигрываться, да, те, кто из вас помогают, может быть, детям, живут ради детей, да, но это немножко другое. Вот именно я имею в виду касательно любви, семейной жизни, да, вот я не вижу у вас радости и счастья, не вижу новых отношений у вас. Хотя вот некоторые из вас, возможно, после разрыва стали больше посвящать времени себе. И даже может проигрываться, что вы стали как-то жить, вот когда стали один жить, более беспечно, более как-то легко, да, вот вы стали жить в свое удовольствие. Даже может проигрываться, что некоторые из вас стали кайфовать от этого, да. В том плане, что никто не выносит мозг, да, никто не контролирует, не требует ничего, да, куда хочу, туда лечу, что хочу, то и делаю. Деньги вы зарабатываете, довольно неплохо вы зарабатываете, но появилась в вашем характере, вот именно после разрыва, появилась такая некоторая жесткость. Это, кстати, тоже у нас неоднократно уже в наших раскладах выпадало. Вот закалила вас жизненная ситуация, сделала более жестким, более таким выносливым, более стальным. Причем я вам скажу, что вот, знаете, вы можете, некоторые из вас думать, что если у вас появится новая женщина, новые отношения, стабильные я имею в виду, вы уже не будете позволять делать то, что позволяли раньше. Вы не будете так вкладываться в отношения. То есть вы сейчас считаете, что вы больше не позволите никому себе на шею садиться. Вы не позволите больше вить веревки. Но опять же, это сейчас вы так думаете, пока вы еще не влюбились, так сказать. Так, смотрим, какая же женщина появится в вашей жизни, с кем закончится ваше одиночество. Какая женщина к нам пришла на расклад? Женщина более молодая, брюнетка. Вот у нас как-то брюнетки все чаще, да, попадаются.
Женщина, с которой вот у вас, ну, будет, ну, чуть ли любовь не с первого взгляда. Вот она как-то, знаете, вот она помоложе вас будет, да, однозначно помоложе. Вот как-то она вас зацепит, то ли своей манерой поведения, какой-то юностью, жизнерадостностью такой, да, вот у нее будет такая вот активная позиция, да, вы тоже немедлительный, но вот она вас покорит скорее своим каким-то жизненным драйвом, да, вот она, ну, как пацанка, знаете, как называют, вот девочка, мужик, ну, мужик в юбке, да, вот называют их. Вот она настолько драйвовая, насколько она жизнерадостная будет, она настолько вот какая-то веселая, заводная, что ли. Она очень компанейский человек. Я не говорю, что она будет сею-вею, там пьянки, гулянки, нет. Она очень и очень такой человечек, с которым, ну, невозможно не улыбаться. Человек, с которым будет намного веселей. Человек, который умеет разговор поддержать. Она умеет и в компании себя подать, да. То есть с ней закончится ваше вот это вот настроение, с ней закончится ваше состояние. Кто даже сейчас, вот, может быть, разуверился и уже не верит, что появится новая женщина, да, что будут какие-то отношения. Я даже по вашим комментариям, кстати, уже давно так вычислила, уже поняла, что некоторые из вас, ну, реально опустили руки, особенно те, кто постарше по возрасту, да, вот считают, да кому я нужен, да, у кого-то денег не хватает, да. Ну, то есть у каждого свои проблемы. Но я вам скажу одно, ребята, что когда вы влюбляетесь, когда появляется женщина, которая, ну, реально зацепит ваши струны души, вот глубокие ваши струны души, то как ни крути, да, как бы вы ни сопротивлялись, да, хочется, не хочется, а хотеть придется. Вы даже не будете думать ни про свой возраст, ни про свои возможности, ни про свои финансы. Ну, ничего вы не будете думать. У вас будет вот свет в конце туннеля, реально. Вот свет, вот эта новая ваша любовь, это будет то состояние, которое, ну, вы давно, наверное, уже подзабыли. Вот многие из вас подзабыли состояние влюбленности. Наверное, вот как мальчишки влюблялись по молодости, когда кровь кипит, бурлит, да, вот. Давайте коротко посмотрим, какие это будут отношения. Однозначно, вот у вас семья может быть. Это будет конец вашего одиночества как раз. Причем вот вы снова с ней станете тем императором, да, довольно часто у нас выпадает карта императора. Вы снова станете с ней вот более уверенным. Вот знаете, как бывает, с одной женщиной мужчина начинает расти и в карьере, да, и чувствует себя вот реально императором. А с другой женщиной, ну, не хочется ничего, да? Вот ты включаешь просто лентяя и тупо лежишь на диване, потому что тебе просто не хочется. Тебя женщина не мотивирует. Тебе не хочется ради нее бежать и горы сворачивать, да? Вот в таком плане. То с этой женщиной вы снова станете императором. Вы будете даже вот поездки, путешествия могут проигрываться. То есть у вас более активная жизнь будет. Вы станете, ну, в чем-то даже совсем другим. Вы поменяете свой режим дня, да, если вы до этого, может быть, лежали на диване, грустили, дом, работа, ничего особо не хочется, да, ну, пошли там, может быть, с друзьями посидели, то здесь так не получится, она вас выдернет из дома. И вам самому даже не захочется сидеть, потому что вот эта ваша влюбленность, вот этот драйв, плюс ваша интимная жизнь, которая будет бить ключом с ней, это будет однозначно, это будет, знаете, такой позитивный позитив. То есть готовьтесь к жизни и к женщине, которая абсолютно зажжет вас. Вот зажжет во всех отношениях, в интимных, в духовных, вообще вот какой-то адреналина добавит в вашу жизнь. Знаете, обычно, когда человек одиноким себя чувствует и глубоко таким несчастным, ненужным, ну, вы знаете, что обостряются болячки, да, ты нервничаешь, ты начинаешь заморачиваться, нагнетать как-то вот все вот эти мысли пессимистические появляются.
Ну, то есть болячек, кажется, выше крыши, да, уже там и чуть ли не 5:30, да, по мужской части. Когда появляется вот новая любовь, я еще раз повторюсь, у вас уже будет далеко не 5:30, да, почему-то бывает с одной женщиной 5:30, а с другой 12:00, да. Ну, то есть здесь, знаете, вот как по волшебству будет излечение. И от этих всех ваших каких-то болячек, которые вы себе напридумывали из-за того, что вам грустно, печально и тоскливо. Из-за, ну, от болячек вот этих вот, какие появились у вас в период одиночества. Здесь появляются и вот именно мужская сила, да, вот некоторые мужчины, кстати, не знают, что бывает еще приобретенная импотенция, так сказать, да. Очень часто эта проблема у мужчин в голове живет, да, вот в мозгу. Она появляется очень часто не только, ну, понятно, есть и физиология, конечно же, этого мы не исключаем. Но довольно часто это имеет именно эмоциональный вот такой вот психофизический момент. Это может быть даже после каких-то, ну, нелестных высказываний женщины, да, вот ты такой-сякой в этом деле, да, и все, у мужчины 5:30, он ничего не хочет, не может. А это всего лишь психотравма. И появляется новая женщина, да, конечно, будет страшно, да, ты же считаешь себя все уже списанный, уже все, Бобик сдох, вот. А Бобик-то живой на самом деле. Появилась новая женщина, оживила, вселила уверенность, и вы снова стали императором, вот как в этом раскладе, да, вот. То есть я сейчас привожу довольно такие житейские примеры, чтобы вы поняли, где собака зарыта, да, и что Бобик совсем не сдох. Бобик просто надо расшевелить и хорошую хозяйку этому Бобику, понимаете? Вот. Поэтому в вашу жизнь придет женщина, с которой вы можете и семью построить. Вы поменяете абсолютно свою жизнь, вы поменяете жизненные даже какие-то ценности. Она, знаете, вот, может быть, в связи с тем, что она более моложе вас, она вас научит даже каким-то вот молодежным штучкам, что ли, да, вот, ну, то есть это другое поколение. Я не говорю, что ей там 20 лет, нет. Но она как-то вот научит вас, ну, вплоть до каких-то, может быть, сленгов, может быть, слова какие-то, которые вы даже не знали, не использовали. Она научит вас еще каким-то другим вот жизненным таким моментам, поведению, общению, да. Даже вот, ну, я не знаю, ну, вот, к примеру, да, вы побываете в тех местах, где вы никогда не были, может быть, вас не тянуло, может быть, вы даже не хотели, отвергали, да, я не знаю, там, на аттракционах там каких-то таких драйвовых, с адреналином не катались, да, а здесь вы будете делать все. Вот настолько эта искра будет в вас гореть, настолько этот человечек перевернет вашу жизнь. Поэтому вот это одиночество вы будете вспоминать, ну, просто как, я не знаю, как кошмарный сон, что это было когда-то, там далеко не правда. И вот этот ваш Бобик будет все чаще вылезать из будки, поверьте мне, потому что, ну, такой он станет у вас ручной-ручной. Что-то я сегодня расшалилась. Поэтому, ребята, выше нос. В очередной раз вам говорю, что кто поставил на себе крест, кто опустил руки, кто уже не верит ни во что, уже все, уже лапки сложили, я такой бедный несчастный, никому не нужный, мне уже там 150 лет в обед. Нет, ребята, этот номер не прокатит. Вы просто не встретили еще свою любимую. Вы не встретили женщину, которая оценит вас по достоинству, которая реально излечит вас от одиночества. Потому что, ну, одиночество – это такая штука, которая сегодня есть, а завтра ее может не быть. Просто потому, что появился новый человек в вашей жизни. Чего я вам всем и желаю, чтобы вы все поскорее избавились от одиночества и, наконец, зажили совершенно другой жизнью. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!